Всем привет! Сегодня печем очень простой хлебушек. Тесто на этот хлеб получается достаточно плотное и подходит хорошо для новичков. Выпекать будем этот хлеб при низких температурах, что, я думаю, тоже многим понравится. По текстуре мякиша этот хлеб больше похож на французскую булку, а по хрустящей корочке больше напоминает классический тортин по Чаду Робертсону. Все ингредиенты, как всегда, на экране и в описании, и давайте готовить. Для рецепта нам нужна будет закваска пшеничная 100% влажности. Свою закваску я уже покормила, и она у меня поднялась 2 раза и готова к использованию. Как кормить закваску зависит, конечно, от вашего собственного расписания. Я же веду закваску по методу без выбрасывания, поэтому кормлю я всю банку с утра, и уже через пару-тройку часов моя закваска готова к тесту. Как всегда, я вам показываю температуры дома у меня сейчас на кухне в Цельсиях и по Фаренгейту, а также температуры жидкости для теста. Эти показатели очень сильно важны для того, чтобы получить правильную текстуру и вкус хлеба. Сегодняшний хлеб я буду печь на пахте. Пахта у меня сегодня домашняя после приготовления масла. Это жидкость, которая остается после взбивания масла. Если у вас пахты нет, можно также ее заменить на 1 столовую ложку сметаны, которую нужно развести в воде и довести до нужной массы. Миску я поставила на весы и вливаю пахту. Пахты понадобится по рецепту 340 грамм. Сюда же в пахту добавляем нашу закваску. Нам понадобится 100 грамм 100% пшеничной закваски на пике. Закваска на пике очень пушистая и выглядит просто как сеть из пузырей. Посмотрите, как хорошо она плавает на поверхности, она не тонет и она лежит как бы над самим уровнем жидкости, она плавает сверху. Вот так она выглядит. Хорошая активная закваска – это основа любого хорошего и пышного хлеба. И сюда же добавляем 500 грамм белой муки. Я использую сегодня хлебную муку, здесь белок у меня 12,7, но для этого хлеба можно взять белок и поменьше. Любая мука с белком от 11 до 12 тоже подойдет. Для этого рецепта можно взять либо муку высшего сорта, либо муку первого сорта. Все хорошенечко перемешиваем до полного увлажнения муки. Это тесто я сначала замешиваю вилкой, а потом вилку откладываю и перехожу на вымешивание руками. Тесто получается плотное, но при этом эластичное, с ним удобно работать. И если вы впервые делаете тесто на закваске, то это тесто подойдет и для вас тоже. Тесто получается вот такое, оно совершенно не прилипает к рукам, не очень хорошо пока тянется, хорошо округляется и совершенно оно не липкое. С ним легко работать и оно хорошо подходит для новичков. Тесто на данный момент оставляем отдыхать, накрыла я его крышкой, чтобы оно не заветрилось, и убираем в теплое место. В теплое место, потому что дома у меня прохладно, а температура ферментации благоприятная – это в районе 24-27 градусов по Цельсию. У меня уже прошел час, тесто постояло и совершенно никак внешне не изменилось, оно не прилипает к рукам. И теперь сюда же я добавляю 12 грамм соли и 10 грамм воды. Я все измеряю в граммах. Последние ингредиенты добавили, и теперь их нужно аккуратно вмешать в тесто. Тесто на данном этапе мы не рвем, делаем это аккуратно, как бы вкладываем и втираем соль и воду в тесто. В итоге получается вот такое тесто. Благоприятные температуры введения теста у вас сейчас видны на экране в Цельсиях и по Фаренгейту. Если вы сомневаетесь, совпадает ли ваше тесто по температурам, то вставляем термометр в само тесто и проверяем. У меня сейчас у теста температура просто идеальная. На данный момент я тесто снова закрываю крышкой, и далее мы будем делать растягивание и складывание. Всего будем делать их 4 каждые 30 минут. Все растягивания и складывания делаются одинаково, поэтому я вам покажу только первое и последнее растягивание и складывание. У меня дома прохладно, поэтому мое тесто все это время отдыхало в слегка нагретой духовке, и вот таким образом оно сейчас выглядит. У меня прошло 30 минут, и сейчас мы делаем первое растягивание и складывание. Смачиваем руки водой, чтобы тесто не прилипало, и тянем концы теста вверх, накладывая друг на друга их с нахлестом. Я это делаю всего 4 раза, то есть я тесто повернула на 4 стороны и 4 раза свернула тесто с нахлестом друг на друга конвертом. Если нужно, можно помочь второй рукой, потому что тесто плотное, плохо тянется. Накрываем его снова крышкой и оставляем на следующие полчаса. Еще раз напомню, что второе, третье я показывать не буду, и покажу вам в конце четвертое. А у меня уже вечер, и сейчас мы будем делать четвертое складывание. Продолжаем делать то же самое, тесто слегка изменилось, оно стало более мягкое, более податливое. Также я его поворачиваю со всех сторон и делаю буквально 4 растягивания со всех сторон, складывая тесто снова конвертом.
Тесто очень плотное, с ним легко работать. Самое главное, когда вы делаете растягивание, это тесто не порвать. Чтобы лучше видеть брожение теста, я тесто переложила в заранее смоченную водой новую миску. Тесто стало блестящим, оно ровное, аккуратное и очень гладкое. Накрываем его снова крышкой на этом этапе и ставим его снова на расстойку. На данный момент оно должно стоять при тех же температурах, которые я показала ранее, до увеличения в объеме как минимум на 80%, можно даже подождать до 90% или в 2 раза. При подъеме теста лучше всего всегда ориентироваться именно на подъем в процентном отношении, потому что температура у всех разная, чуть больше температура и тесто уже будет бродить гораздо быстрее. Поэтому смотрим на процентное отношение на подъем именно на 80% для этого хлеба или в 2 раза. На данный момент я выложила свое тесто на небольшое количество муки, сформировала небольшой прямоугольник и накладываем края этого прямоугольника друг на друга с нахлестом и затем сворачиваем тесто в рулет. Тесто плотное, хорошо формуется, совершенно не прилипает к рукам, хорошо держит форму. Округляем тесто и формируем натяжение на поверхности. Все, на данный момент я накрываю тесто снова той же самой миской и оставляю его отдохнуть минут на 30. Через 30 минут тесто мое выглядит так. Оно немного расслабилось и стало более мягким. Однако второе такое же сворачивание, такое же скручивание это тесто не выдержит, потому что оно и так уже достаточно плотное. Поэтому второй раз я сверну его вот таким образом. Просто смыкаем края, и они хорошо друг к другу прилипают. Здесь лишняя мука не нужна, тесто хорошо держит форму, хорошо склеивается и хорошо формируется. Посмотрите, какое оно плотненькое, хорошее. Очень легко с таким тестом работать, и у всех, конечно, получится. Подхватываю тесто, видите, как легко поднимается. И опускаю его в корзинку, которую я заранее припылила рисовой мукой. Тесто практически полностью заняло корзинку. На данный момент я его сверху присыпаю снова небольшим количеством муки, накрываю пленкой и оставлю еще на столе на подъем, на дополнительный подъем еще на 1 час. И через час убираем его в холодильник на холодную ферментацию. И вот так хлеб у меня выглядит уже утром. У меня уже наступило утро, посмотрите, как поднялся хорошо хлебушек. В холодильнике он, кстати, не сильно поднялся, основной подъем произошел за последний час ферментации. Сверху я смахнула лишнюю муку. И сегодня я решила украсить этот хлеб с помощью какао-порошка. И заодно я сегодня хочу вам показать, как глубина надреза влияет на формирование рисунка. Я сделаю сегодня обычные колоски, сделаю всего 3. Один голосок сделаю поверхностный, второй чуть глубже, ну и третий еще более глубокий. И посмотрим, как они раскроются. Ну и, конечно, не забудем про основной разрез по хлебу, иначе хлеб совсем не раскроется. Делаю я надрез под углом обычно от 30 до 45 градусов, прорезаем на глубину около 1 см от края до края хлеба. И выпекать я свой хлеб буду в кастрюле, это чугунная кастрюля, покрытая эмалью. На донышко кастрюли я налила буквально 2 столовые ложки горячей воды для создания пара. Обычно я хлеб опрыскиваю сверху водой, однако сегодняшний хлеб покрыт какао, поэтому вода здесь уже не подходит. Добавляем воду на донышко. Мой хлеб уже провел в духовке 30 минут под крышкой, открываем крышку и посмотрите, какая красота. Отправляем хлебушек опять в духовку снова допекаться и ждем, что у нас получится. Мой хлебушек уже испекся, и посмотрите, какой он пышный получился. Это очень крупный хлеб, очень пышный. Ну и какао, конечно, создает контраст по цвету и делает этот хлеб очень праздничным, очень красивым. Во время выпечки этого хлеба кухня просто заполняется запахом горячего шоколада, очень вкусно пахнет, однако после выпечки вы не почувствуете никакого вкуса именно какао или шоколада на поверхности хлеба. Это по-прежнему хлеб, который не сладкий. Он просто сохраняет красивый вид, имеет вот такое красивое, хорошее донышко, которое хорошо пропеклось. Какао не осыпается и не пачкает руки. Вот такой хороший, хрустящий получается хлебушек. Какао немного подсушивает корочку хлеба, и эта корочка очень хрустящая, и даже на второй день этот хлеб остается хрустящим. Если вам нравится корочка помягче, то просто не используйте какао, выпекайте обычный хлебушек, и он будет намного мягче. Общая масса хлеба вы уже видели, примерно у меня получилось 845 грамм. Вот такой красивый нарядный хлебушек. Ну и посмотрите на разрезы, я обещала показать, какие разрезы колоски у нас получатся. Тот колосок, который был сделан
Поверхностно получился очень симпатичный и хорошо держит форму. Средний разрезанный колосок неплохо держит форму, но слегка расплылся, а вот третий колосок, который я разрезала поглубже, немного уплыл, поэтому обращайте на это внимание, если будете делать рисунки. Вот такой мякиш прекрасный получился у этого хлеба. Это белоснежный мякиш, очень сильно похож на французскую булку. Посмотрите, какой пышный мякиш, как высоко поднялась булочка. Она хорошо проминается, он очень мягкий, несмотря на то, что корочка у него хрустящая. Хорошо проминается и восстанавливает свою форму. Прекрасный, нарядный и очень вкусный хлеб.